сегодня покажу гаджеты, которые я приобретала в последнее время для себя. Также это подарок я приобретала. И некоторые такие достаточно серьезные. А есть такие, прям вот мелочевка, но она тоже нужна. В основном все заказываю я на Валберес, на Озон. Сейчас, наверное, все там заказывают. И давайте, наверное, начнем со швейной машинки. Заказывала на Валберес. И у меня точно такая же, только там функции, по-моему, побольше. Это я заказывала для сестренки на подарок. Но мне тоже хочется показать, вдруг кому-то будет интересно. Про свою я, по-моему, уже как-то рассказывала вам. Я ее приобретала, наверное, года 2, что ли, назад. Это точно такой же фирмы, она надежная. Сейчас я вам поближе покажу, расскажу. И оставлю ссылочку под видео, может быть, кому будет интересно. Это моя швейная машинка. Увидела на маркетплейсе тоже фирмы Janome. Это японская, очень, как сказать, востребованная, очень качественная, недорогая. Взяла для сестренки. Название вы, наверное, поняли. Janome E-Light 15. И что делает эта машинка? Здесь 14 видов самых необходимых операций. Вот, я пробую. Все работает. Есть отсек для аксессуаров. Ну, то есть они практически примерно все одинаковые. Комплектация, значит, лапки есть универсальная для петли, для невидимой подгибки, для молнии. Шпулек здесь 4 штуки. Есть набор игл, есть пластина для штопки, вспариватель. У этой машинки еще что хорошо, можно сшить разные по толщине ткани. Есть строчки для обработки края, имитирующие оверлочные. И несколько декоративных строчек. И даже вот смотрите, на подарок, например, у вас дома подросток, самое то, наверное, потому что она недорогая, но вот эти японские машины, они себя давным-давно зарекомендовали. То есть у вас она будет, вы можете и шторы подшить там, сделать, например, девочки же учатся, подростки там что-то шить, например, кухонный фартук шить или еще что-то. У меня раньше была такая вот бандурина в этом, как это называется-то, старинная ножная, я даже на ней училась шить. Но сейчас она у меня на даче, вообще уже там ее нужно ремонтировать, смазывать. А вот эта вот малютка-крошка поставил, не видно, и как подарок, поэтому присмотритесь. Я оставлю вам артикул на эту швейную машинку. Там у них, кстати, по-моему, еще другие есть. Можно выбрать. И как подарок, как идея подарка, я думаю, что вы точно не прогадаете. Любой девушке, бабушке, женщине, да кому угодно будет очень приятно получить. Так что, мужчины, смотрите, как подарок, как идея, прям замечательно. Следующий, друзья, вчера я забрала на Озон себе, сделала подарок. Это зубная щетка. У меня кровоточат десны, и я решила поменять вообще уход свой. Вот здесь вот написано. Заказывала на Озон, как я уже сказала. Это электрическая ультразвуковая зубная щетка для взрослых. Вот здесь все написано. И давайте посмотрим. Какая красивая упаковка на подарок вообще, да? Ну, не знаю, вообще тактично ли дарить зубные щетки, не знаю. Вот инструкция. О, сколько здесь. Так, интересно, есть на русском? Есть, наверное. На всех языках, наверное, здесь она. Только русский я не вижу. Какая она красивая. У нее акция была такая. С собой можно брать. Зарядка. Это что? Зубные щеточки. Все так красиво сделано. Вообще класс. И сама щетка. Так, все. Все. Как она? Так стоит, да? Класс. Что ж, надо ее, конечно, тестировать.
попробуем вот эту. Когда-то у меня была. А, есть, извиняюсь. Вот, все по-русски написано, я сегодня почитаю. Есть. И вот написано все, почитаю и потом попробую. Я даже не знаю, правильно ли я делаю. Я 100 лет не пользовалась такой зубной щеткой. Но если что, поправьте меня. Следующее мое приобретение, я пока еще даже не распаковывала, это так называемый паровой утюг. Сейчас вместе с вами посмотрим поближе и посмотрим, как работает. Мне самой интересно, я просто открыла крышку, но пока не распаковывала. А вообще, если правильно вообще произносить, называется это компактная паровая станция. Вот такое название. Вот марка. И немножко про эту, почему я ее вообще, кстати, заказала, для чего, то есть, и почему выбрала ее. Друзья, это вообще, знаете, что, как я выбирала? Это 3 в одном. Это паровой утюг, ручной отпариватель и пароочиститель. Так, это для воды, рукавичка, насадка. Я выбрала вот такой цвет. Все очень хорошо упаковано. Здесь есть инструкция. Все как положено. Как положено. Вот такая штука. Класс. Друзья, здесь есть, кстати, индикация выбранного режима и помпа. Здесь двойное нагнетание пара без перерыва. Бойлер размер это 0,5 литра, система долива нон-стоп. И 4 режима глажки. Что вообще делает? То есть, если вы, например, забыли, ну, бывает такое, забыли выключить, он сам отключается, автовыключается. Вообще, я, знаете, почему я его приобрела? Я столько всякой одежды сожгла, вот особенно тонкие ткани. Этот прибор никогда ничего не сожгет и подходит для всех видов тканей. Здесь есть противокапельная система, также есть система защиты от перегрева, подошва керамическая. Кстати, забыла сказать, уничтожает 99,9% всех видов бактерий. И если одежда испачкалась, может удалить и грязь, и пятна. Вообще штука классная. Перчатка прям нужна в таких ситуациях, когда вот отпариваешь, чтобы не обжечься. Друзья, следующий гаджет гаджет приобрела для того, чтобы определять уровень заряда аккумулятора, батареек и все такого. Ну, видите, здесь вот такая штука ходячая туда-сюда, и сбоку есть еще крон определять. Как я вам могу сказать? Я выкинула, которые показывали на нуле. Здесь есть такая вот стрелка, она идет на зеленую, значит, заряжена. Если не двигаете, то на красный находится, то выкинула. Но, вы знаете, их можно было выкинуть и по внешнему виду, потому что батарейки прямо окислились. Остальные показывают нормально, поэтому я не знаю, рекомендовать вам или не рекомендовать этот прибор. Вообще он нужен, да. У многих очень-очень много вот этих батареек. Я, например, складываю, потому что их выкидывать как вроде нельзя, их нужно утилизировать в специальное место. И потом, когда начинаются проблемы, ищешь, вроде они не рабочие. И
я не до конца уверена в этом приборе, потому что нужно еще как-то проверить. Все, которые были такие окисленные, здесь не двигалось, я выкинула. Остальные показывают заряженным. Но как они могут целый пакет заряженный быть? Не знаю, я не совсем. Поэтому, если у вас свои какие-то есть мнения и чем вы вообще определяете, то напишите под видео. Следующий гаджет, вот знаете, я в последнее время поняла, что он очень нужен. Вчера он показывал очень пониженную, да, и сейчас пониженное атмосферное давление было 730, сейчас вообще упал до 720. И это говорит о том, что будет погода вообще кошмар-кошмар. Работает он без ничего, то есть здесь нет ни батареек, ничего, я не знаю, от чего он работает. Здесь есть температура и влажность. Вы знаете, вот такой классный прибор можно повесить, недорогой. Вот его можно советовать. Если я найду ссылочку, я его заказывала на сайте, где продаются всякие там семена, нет, не семена, всякие принадлежности для сада, огорода, всякие удобрения, вот на этом сайте. Я постараюсь найти вам ссылочку на него, классная штука, вообще вот должна быть в каждом доме. И вы знаете, вот прямо вот сейчас покажу вам погоду, и я уже поняла, начала за ним следить. Раньше он у меня лежал, я как-то внимания не обращала, я уже за ним начала следить, что погода испортится. Я прям вчера уже знала, и сейчас, вот сегодня это кошмар. Вот вы можете заметить, какая сильнейшая метель. И к тому же у меня вчера под вечер начала болеть сильно голова. Я думаю, что вот из-за этого давления... у кого гипертония, у них болит голова, когда давление повышается. А вот про гипертоников говорят, что у них болит голова, когда давление снижается. Не знаю, может быть, я не права, но смотрите, что творится. Вообще кошмар. Еще одна штукенция, которую я заказывала, наверное, полгода назад. Это такая ложка, как бы, которая нужна очень-очень в доме, чтобы измерять граммовку. Я ее планировала взять на дачу для удобрений. Читала отзывы не очень. Ну, думаю, наверное, мне попадется самое лучшее и будет все окей. Но, походу дела, мне тоже попалась такая же. Сейчас покажу. Понажимала на все кнопки вроде как. Что ты? Ну, короче, тут это. Без 100 грамм не разберешься. Ну, что вот ей не нравится еще? Вроде как работала. Ну, то есть, не заморачивайтесь, не... Она вечно глючит и вообще... Не заслуживает она того, чтобы про нее рассказывали. Смотрите, я включила, она заглючила. Что вот ей не нравится? А вот все. Ну вот смотрите. Вот как правильно определить рука, что все равно двигается-то. Вот это, кстати, гаджет могу рекомендовать. Я, правда, ссылочку уже не найду. Это точилка, но не простая точилка, а вот точилки такие, наверное, вы видели. Здесь 3 разных. И что мне здесь нравится, в этой точилке можно точить ножницы. Даже не помню как, но как-то тут точится она. Как-то так. Вот. Работает отлично. И могу вам посоветовать ее. Видите, 4 разных. Ножи точит прекрасно вообще. Ну вот, если нужно, конечно, можно найти, но я уже не помню. Это было давно, я покупала, давно пользуюсь. Ну, такой нужный гаджет на кухне. Если что, присмотрите, сейчас в продаже их достаточное количество. И когда еще есть для ножниц, это вообще прям находка.